Здравствуйте, дорогие любимые мои подписчики, а также гости моего канала. Сегодня я для вас сделаю расклад на этих колодах. Выбирайте любую колоду, да, либо смотрите все видео. Так, тема будет ли примирение? Вот такая тема. И давайте начнем с колоды Ленорман. Я сегодня взяла вот эту замечательную колоду. И мы посмотрим, будет ли примирение. Что нам карта ответит на это? Ну, пока примирения не будет, я вам так скажу. Да, мужчина здесь вышел. Все зависит от него. Насколько возможно он решит вопросы с какой-то женщиной. У него может быть в его жизни, в его обществе есть какая-то также женщина. Не у всех проиграется, но может быть. Может воздушной стихии, с которой ему нужно вначале поговорить или решить какие-то вопросы. Если это... Еще такой момент может быть, что мужчина пока не хочет мириться, не хочет как бы разговаривать с вами, потому что этот разговор он считает будет тяжелым. То есть сейчас все зависеть будет только от него. Вот так вот. Давайте посмотрим, что у вас за отношения по мнению карт. Ну, отношения, в принципе, близких людей. Но здесь могут быть конфликты. Конфликты, связанные с детьми, конфликты, связанные с родственниками. То есть у вас отношения, где есть еще какие-то люди вокруг вас, которые посылают негатив. Да, и от этого ваши отношения не улучшаются. Здесь, кстати, может быть любая женщина, это может быть и родственница у него, да, которая где-то мешает. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что у вас сейчас с отношениями. Здесь опять выходит мужчина. У некоторых женщин может быть еще какой-то мужчина, да? У некоторых карты показывают на то, что в отношениях где-то может не хватает страсти, может быть застой просто сейчас, да, для перемен к лучшему. Но вообще карты очень хорошие, они говорят о том, что вообще, конечно, кто-то в семье огненной стихии может вами манипулировать или где-то доставлять какие-то проблемы в вашей семье. Может и так. Ну, это я говорю так, как мне вот приходит в данный момент. А говорить можно много чего, каких-то всегда карты дадут какую-то информацию. И то, что я говорю, оно всегда... Ну, как бы это, как сказать, каждый раз приходит что-то и что-то и что-то, да. Я говорю только в данный момент, что мне приходит. И здесь карты говорят о том, что мужчина какой-то огненной стихии может изменить вашу жизнь сейчас, в данный момент вы можете с ним встретиться. Также это может, как говорится, быть человек, который родственник, который влияет на вашу жизнь каким-то образом. И также может говориться о застое в страсти вашей жизни. Так, давайте посмотрим дальше. Что может быть в вашей жизни дальше? Ну, здесь переживание или волнительный разговор может быть с вашим любимым мужчиной или с другом по поводу каких-то событий, волнующих вашу жизнь. Также могут быть разговор вашего мужчины, ну или вашего любимого человека с матерью, который это будет непростой, или с какой-то женщиной по родственной линии, да, которая вот
будет, может быть, непростой, переживательный для него. Ну, может быть, ваш мужчина хочет поговорить со своими родственниками, да, решить какие-то вопросы, прежде чем с вами мириться. Ну и давайте посмотрим вас. У вас проблемы могут быть с финансами, вы можете нервничать по поводу любви, да, вот так вот может быть. Так, что касается его, давайте посмотрим вашего мужчину. Видите, у него развилка здесь. Ему нужно принять вначале выбор, в какую сторону он пойдет в своей жизни, каким отношениям он пойдет, какие отношения ему нужны. И поскольку здесь развилка, это может указывать на то, что человеку надо выбрать из двух. То есть вот такой вот момент. Как я говорила, может быть, у вас еще кто-то есть, но здесь карты показывают именно с его стороны нужно сделать выбор, да, с его стороны, какие отношения ему нужны или к чему он пойдет дальше. Отношения эти могут быть связаны как с женщинами, так и с родственниками или какими-то людьми. Так, давайте посмотрим препятствия. Какие будут, есть препятствия у вас. Опять деньги выходят, денежная карта. Препятствия связаны почему-то именно тоже с вами. То есть вы, может быть, где-то блокируете сами информацию от этого человека. Может быть, у вас ситуация не такая простая, связанная где-то с деньгами тоже финансовыми, и это тоже может ставить блок на личной жизни. Ну, потому что финансы и любовь – это две одинаковые, один и тот же канал. И если в одной сфере проблемы, то и в другой. Это я обычно говорю, ну вот кто не знает, да. Ну, давайте посмотрим, что же в будущем. Что же в будущем будет. Возможно, вы получите известие о том, что есть отношения еще с кем-то, да, вот у мужчины вашего. А может быть, ну, я вот еще одну карту возьму. Все-таки, скорее всего, будет искаться возможность для налаживания отношений. Вот что я хочу сказать. Даже если в ближайшем времени это, ну, пока мужчине нужно решить какие-то свои вопросы семейные, там, с детьми, да, с родственниками, то в будущем здесь карта показывает, все равно будет искаться возможность написать, позвонить, появиться, да, потому что здесь такой момент есть. Но обратите внимание, что этот мужчина ваш загаданный, он может иметь отношения еще с кем-то. Так, ну давайте посмотрим итог. Вот такая пара пришла, да, а что в итоге? Видите, все-таки блок на отношениях с мужчиной, с медведем. Есть блок. Даже, ну, может быть, небольшой этот блок. Так, ну дальше, более дальнее будущее. Карты говорят, что будут идти перемены в лучшую сторону. Я хочу посмотреть, да, уже по дороге, может быть, будет обновляться ваши отношения, но это будет не в ближайшее время, да, не в тот момент, когда мы смотрим. Может быть, попозже вот эта энергетика и гора уйдет, да, и вот эта энергетика войдет в вашу жизнь, но не сейчас, к сожалению. Давайте посмотрим дальше. Следующий расклад, он, может быть, тоже будет интересным. Итак, карты Кипер тоже очень прямые, очень четкие, четко отвечают, как правило, на вопросы, поэтому тоже хорошие. Итак, будет ли примирение? Посмотрим, спросим у карт. Ну, видите, энергетика... Ой, ой, ой. Энергетика похожа, и здесь тоже вот как бы... Мужчина тоже в этой позиции выходит и говорит о том, что у него может быть пока проблемы с финансами. Он думает, возможно, как их
эти проблемы вначале решить, а потом уже думать о какой-то любви. Но здесь идет проблемы пока с финансовыми какими-то делами у этого мужчины. Ну что ж, давайте посмотрим основу. Вообще, ваши отношения складывались очень даже неплохо, и вы были счастливы друг с другом. Вот, он себя чувствовал на коне, вы себя чувствовали с ним хорошо. То есть, в принципе, основа вашей пары – это радость, это какие-то счастливые перемены, ощущения в вашей жизни. Но это то, что у вас, возможно, было. Но сейчас даже возможность примирения каким-то образом пока от вас закрыта. Ну, давайте вот сейчас посмотрим, да? Есть какие-то юридические, может быть, дела. Видите, карта бедности, карта брошенности. А здесь какая-то женщина еще выходит. Может быть, женщина, которая что-то у вас забрала, да, где-то с вами судится, что-то вот хочет, или вот это ссорится, да, как эта женщина хочет, идет к тому, чтобы вот, ну, каким-то судебным делам, да, вот таким вот образом скажу я. С другой стороны, карты могут показывать, что вы себя, если где-то ощущаете бедными, но это другой уровень, да, у всех по-разному, такими бедными, несчастными и брошенными. Карта говорит, что у вас может появиться какой-то помощник, юрист, который вам поможет в чем-то. Вот я так еще могу рассказать вам, что может быть. Ой, какая карта хорошая. Вообще к вам может прийти подарок, может быть прийти отношения на ночном уровне, но только тогда, когда расцветут зеленые листья на деревьях. Да? Вот. Но это может прийти и может не прийти. Тогда может закончиться ваш такой долгий и тяжелый период в жизни. Давайте посмотрим будущее. Но будущее я пока не буду трактовать, я посмотрю еще вашу позицию и его. Итак, ваша позиция, что здесь? Ох, какая карта. Угу. Ну, вашу удачу кто-то вот украл. Карты показывают, что есть люди, которые блокируют вашу удачу в жизни. Это очень хорошая карта, но есть люди, которые блокируют вашу удачу, ваше счастье, которые все время мешают вам жить. Видите, карта воровства выходит в вашей позиции. И здесь может быть трое людей, которые, ну, как бы забрали у вас счастье. Забрали. Мужчина, женщина, дети. Вот может такая ситуация быть. Может быть, кто-то один из них. Но на этой карте представлены именно трое людей. Обратите внимание. И вам, конечно, не нужно об этом думать. Сверху видят все. Сверху знают, как каждый из вас поступает в жизни. Просто иногда нужно пройти определенный период жизни для того, чтобы потом судьба вознаградила за вашу преданность высшим силам, да? За преданность чистоты, да? Ну, я думаю, вы меня поняли. Давайте его позицию посмотрим. Он о чем-то беспокоится сейчас. Он, может быть, думает о вас, да, ну или о какой-то еще женщине, ну, больше карты показывают на его беспокойство. И это все в голове у него, он просто беспокоится. Может быть, беспокоится о каком-то известии, письме, которым не очень хорошего содержания. Может, просто вот думает и беспокоится о вас. Давайте посмотрим дальше, какие есть препятствия у вас. Расстояния могут быть, да, расстояние, то, что, может быть, кто-то
далеко и нет возможности даже увидеться. Вот такой момент. Давайте посмотрим итог. Да, карты, конечно, показывают на то, что нужно будет работать. Может быть, кто-то будет очень сильно переживать по поводу тяжести, да. Здесь пока, так, будущее я еще не посмотрела. Вот, и мы здесь видим в будущем фальшивую персону. Здесь карты говорят о каких-то ограничениях, связанных с фальшивыми персонами, да, может быть, в жизни вашего человека. И он поймет, что он не может, ну, как бы свободно делать то, что он хочет, где-то его какие-то ограничения есть. И это может быть с бумагами связано, и с фальшивыми третьими лицами какими-то, да. Ну и все это приводит к тому, что пока сохраняются переживания по поводу вот этого длительного пути, да. Но я вам уже сказала, что может ближе вот тогда, когда расцветут листья на деревьях, тогда это может закончиться. Давайте посмотрим все-таки еще одну карту я возьму. Здесь сохраняются пока ограничения в вашей паре, и в ближайшее время возможности для примирения нет, к сожалению. Ну что ж, давайте возьму совет. Какой совет карты дадут для этой пары? Ну, карты говорят, что нужно идти к отношениям, которые порядочные, где к чистым отношениям, к достойным отношениям. И вы это пока ждете, да, вы чего-то ожидаете. Может быть, вы ожидаете, когда мужчина с вами поступит как-то по достоинству, ну, или так, как вы считаете правильным. Но вы пока чего-то ожидаете. И подождите, да, подождите этого момента, мы потому что это брали как совет. Подождите, может быть, пройдут вот эти ограничения, и все так, как вы хотите, будет. Давайте дальше посмотрим. Ну все. Ставьте лайки, приходите на мой канал еще, подписывайтесь, пишите комментарии. И всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.